Ребята, всем здорово! Сегодня будем потрошить вот такой телек. Это у нас Горизонт, 8-программник цветной. Моделька, видите, 61TC416. Я так понимаю, это один из первых, которые были с пультами дистанционного управления. То есть вот, как видите, размер у него такой не маленький. Сейчас покажу вам сзади. Так вот выглядит этикеточка. Цветного изображения, горизонт, бла-бла-бла. То есть годика у нас нигде нету. В принципе, ценник я тоже не увидел. Ну, в общем, по деталькам посмотрим на сам год. Все, вскрываю крышку и посмотрим, что у него внутри. Так, ребят, крышечку снял. То есть вот вам общий вид этого агрегата. Ну, как видите, пыли здесь, как всегда, полтонны. Фиксики тут, если были, то давно они покинули это место. Вот так, визуально. Телевизор как телевизор. Смотрим сразу место в нужное. Ага, пару кэмок есть. Уже зачет. Вижу третью. То есть это у нас Болгария. Ага, еще четвертая. Вот 4 кэмочки. Шикарно. А, хотя они и вот они тоже присутствуют. То есть при беглом осмотре видно, что не зря скрыл телек. В общем, ребят, что затягивать, сейчас маленько вам покажу. Так, там селектор. Так, это что у нас? А, динамик отвалился. Я думал, что там в нем такое гремело. Видимо, на пластиковых креплениях. То есть, как видите, платки так более-менее стандартные. Ничего особо нету. Мне интересен тот блок, где инфракрасный этот стоит. Ну, то есть приемник сигнала. Такого я еще не видел. В общем, сейчас снимаю полностью все платы. Ну, разбор, соответственно, не буду записывать. То есть, я думаю, вам интересно будут платки. Все, поехал снимать. И уже увидимся при осмотре плат. Так, ребят, в общем, телек раскидал. Железки, провода, все. Самое интересное, крепление катушки. Никогда такого не видел, сразу не обратил внимания. Какая, видите, сочная медяха, катушка прям увесистая. Также сама петля размагничивания тоже прям отличная. Сейчас я это дело подвину все. Динамичек. То есть вот уже куча плат. Сейчас ставлю камеру на штатив и посмотрим их поближе. Так, ребят, приступим к нашим платочкам. Первая платка выглядит вот так. То есть, как видите, транзистор на алюминиевом радиаторе. Это большой электролит в алюминий полетит. Медяшка, радиатор алюминий. Что у нас? КТ 838. Так, это у нас пустышка. Также вот такой транзистор есть. Ну, по типу 815-х, 16-х того ряда. Полубочонок вижу. То есть катушка с медью. Это у нас 315. Ну, как по годам, я думаю, уже неприемные. То есть, но они также с содержанием позолоты. Вот это позистор старый. То есть тут две таблетки с посеребрением. Ну, в принципе, на этой платке все. Так, дальше это платка, которая на кинескоп. На саму лампу ставится. Тут все просто. Это высоковольтный с серебром. Там немножко серебра содержится. И МЛТшки тоже с серебром. Это у нас платка как раз тот самый инфракрасник. Как видите, я еще даже не скрывал. Мне самому интересно, что тут. Полубачата, флажочки, 315 пару штук. И вот это, я так понимаю, это фотоэлемент такой интересный. То есть, я думаю, потом я его вскрою. Даже интересно, что там внутри. Больше ничего нету. Кожух алюминий. Это платка уже за регулятор громкости и включение питания, насколько я помню. Так, тут ничего интересного. Флажки с посеребрением. SP3 уже современного образца. Тут поменьше латуни, побольше, как говорится, алюминия. Ну и в принципе ничего такого интересного. Вход под наушники. На входе могут быть, в принципе, посеребрения на концах, на контактах.
Сейчас один загну. Ну да, вот так визуально. Полосочка, маленький контактик и полосочка. Ну, хотя может быть и лужонка. То есть особое внимание этому не придаю. Также транзистор. Вижу толстый, пятиногий. То есть полетит в медяшку. Там немножко посеребрения есть. Вот эта платка. Это было переключение каналов. Как видите, не стали заморачиваться производители. То есть все очень просто. Контакты, я думаю, нет, просто, наверное, выбитые на латуни и все. Хотя вот эти дорожки, может быть, и были с посеребрением. Но не суть важно. Вот такая платка, ребят. Вот такую плату, то есть я сколько раз видел, но чтобы вот такая деталь стояла. То есть это впервые. Сейчас переверну. А, нет, маркировка. Маркировка у ней К1Х дробь 12 9105 91 год. То есть я так понимаю, это микросхемы в керамике. Если информацию о ней найду, то выведу на экран. Мне такая впервые попадается. Также вот такая, я так понимаю, тоже микросхема, как видите. Маркировки у нее вроде нету. Да, нету, к сожалению. Мужики, кто знает, что это такое, вот сейчас ее приближу. Напишите, что это хоть есть. То есть вещь такую впервые вижу на телевизорах. Также полбачата 315. Это что у нас? 972. За этот не помню. Надо будет кусать. Диод с посеребрением. Также 315. Ну все, и флажки. Все стандартно. В принципе, больше ничего интересного нету. Так, вот сама плата. Где каналы подстраивать. Вот они, регулировочные. То есть латунный шток. И там немножко посеребренки. Но не всегда, сразу скажу. Так что основная масса их берет на латунь. 4 полубочонка видим. Микруха. Еще одна микруха. То есть это советы. Все хорошее берем. Диодик. Сейчас попробую потереть. Диодик, как видите, ножки золотые. То есть уходит в корпус. Диод отличный вообще. И вот такой переключатель. Ну, то есть циферка. Я так думаю, такая вещь. Хотя он видно, что он, может быть, он потек, а может быть, так и должно быть. То есть я попробую спаять целиком. Сзади лампочка от этой цифры. И, в принципе, больше ничего тут нету. Также вот это место, где, то есть, подходил провод питания, включение телевизора. Все просто, кнопочка с посеребрением и 2 предохранителя. Давайте на вот эту платку сначала глянем. Ну, что самое, я думаю, вкусная будет. Оставим на потом. Но тут стандартно 315. Также вот диоды старые с полосочкой, с позолотой. К78. Тут, кажется, фольга. Транзистор. Будет сниматься, все скусываться. Так, маркировку не вижу. Медь, медь. В принципе, медь, медь. Везде медь. Ничего там не спряталось, ничего не спряталось. Также вот блочок прикрученный. Транзистор вижу дырявый. Один, второй. Несколько полубачат. Вот диодик. Арбузики, так называемые. В них, а он там тоже на платке есть еще один. Там тоже немножко позолоты есть. И вот 315. Вот еще эти арбузики. То есть, в принципе, есть что взять. Снизу плата так вот выглядит. То есть тут ничего нету. Самое интересное вот эта плата. Сейчас давайте сразу глянем с обратной стороны. Потому что с обратной стороны, вот, я только 2 провода успел срезать. А вот эти вот жесткие припайки оставил. То есть, как видите, на платке вон они маленькие, зеленочки виднеются. То есть тут у нас КМочки. Также полубачата есть. Ну, куча флажков. Резонатор, я так понимаю. Я его спаяю. Отсюда не видно донышко, какое у него. То есть еще полубачонок. Вскроется, все посмотрится. Здесь это, насколько я помню, фильтр. Здесь стекляшка, здесь ничего нету. То есть вот так вот. И пойдемте по основной плате. Кажется, по самой богатой.
Давайте вот мелочевку разглядим сразу. А может он снимается? Я, в принципе, там раскрутил все. Может быть, она даст... Нет, не снимется, зараза. Ну да ладно. Я знаю, вот эта скоба ее держит припаянная. Так, вот они, КМ-очка. Одна, вторая. То есть это недорогая группа, но все-таки с содержанием платины и палладия. То есть также флажочки, микруха такая, не слабенькая. Х055. Ну, как вижу, тоже маркировка 91 год. То есть будем отталкиваться от того, что телек 91 года. В принципе, на вид. Вот как куда я говорил, заглядываю всегда. Возле селекторов всегда рядышком здесь. Вот еще раз двину. Вон одна каймочка спряталась. То есть и вот она, 2-3 штучки. Также транзистор. Без дырки. Видимо, современный какой-то. Ну, также флажки, полубочонки, то есть стандартный набор. Такая кучка дырявых транзисторов, все они будут прокусываться, проверяться. Вот еще, только сейчас увидел, ребят, 3 КМ-очки, как видите, да? И также, вот необивых ряд конденсаторов, наебивых, так называемых. Ну и, в принципе, ничего. Это, нет, это не то. Хотел сказать, не маленькая ли КМ-очка. Так, микруха у нас К174Х, тоже с позолоткой. В принципе, сейчас попробую снять. Так, мне эта штука уже мешаться начала. Сейчас я оттяпаю. Ну, вот так вот пойдет. Не сказал, 2 СП3, то есть посеребреночкой. Вы такие уже видели. Сейчас попробую снять селекторы, если пойдут. Вот, один есть. Второй есть. Ну, а большой. О, значит, удачно открутил все. То есть плату в сторону. Будем курочить селектора. Так, открываем. Того, что мы видим. Полубочонок. КФ. Это фокус пропал. Микруха. То есть там 4 золотых волоска на выводах по краям. Также еще одна КМ-очка. Вот это я не пойму. Нужно будет кусать. Возможно, фольга, а возможно, КМ-очка тут есть. Также микруха. Немножко флажочков. 315. Вижу еще одна микруха. Это что у нас? Это тоже, походу, такая же. Ко4 FE003. Ну, такие микросборки я вскрывал. То есть там маленькая платка. Бывает бескорпусные КМ-очки. Надо каждую скрывать, смотреть. Так. Ну, так не хочешь? Значит, так будем. Ну, селектора, я думаю, все видели. В принципе, удивить нечем. Они приблизительно все одинаковые. Что у нас тут по содержанию? 1, 2, 3 полевичка, как всегда. Это хорошо. Полубачата. Маленькие вот. Это с точечками. Это варикапы с позолотой внутри. То есть можно подстроечники также снять. Они с посеребрением. Ну, в принципе, стандартный комплект. Больше тут ничего не должно быть. Сейчас вскрою крышку. Просто этот телек уже удивил пару раз, поэтому надо вскрывать, смотреть. Мало ли, что они еще туда, производители, запихали. Так, что не вскрывается? Припаяна была. Сзади ничего. То есть все это будет спаиваться. И последний. С той стороны. Ну, как всегда, стандартная комплектация. Тут 2 транзистора с позолоченными ножками и юбочками. Хотя вот тут юбочку я не вижу, что была позолота. То есть, как видите, лепесток не бликует желтым. Могут оказаться и белые. Ну, в принципе, также варикапчик и все. То есть, вот тут победнее, чем обычно бывает. В общем, ребят, сейчас я все это дело спаяю, скушу. Ну и посмотрим, что у нас по деталюшкам выйдет с этого телевизора. Многие смотрят чисто из-за того, что узнать выход с данного, там, допустим, с данной модели телека. Сейчас мы это дело все обработаем и уже увидите. Ну все, пацаны, раскидал я этот телек. Как видите, он валяется, засранец.
Болтики не пошли, пришлось крышку сколотить. Ну да ладно, все фигня. То есть сейчас что? Вот эти сразу два трансформатора. Это ТДКшка, строчный трансформатор, и обычный. То есть они залиты, как правило, это пойдет на обжиг к проводам тонким, медным. Вот та самая коса вокруг экрана, петля размагничивания. Давайте завесим. Блин, о, вижу, 231. Это был кабель питания. И вот это все катушечки, маленькие катушечки, которые были на платах. То есть итого, ну, 300 грамм, грубо говоря, да? Почему не вешаю катушку самую большую? Сейчас покажу прикол. Кладем на весы. 380 грамм. Пацаны, короче, где-то я ее потер. Вот. Блин, я думаю, видно будет. То есть это все алюминий. 91 год. Такая засада, алюминий. Это она с лаком так много весит. Так, то есть с катушкой облом слышим. Сейчас эту кучку платочек загружаю. Все, платы уже обчищенные. Плат вышло килограмм. Ну, с учетом того, что некоторые электролиты вот такие мешались. Большие их по-любому снимать. Но вот эти вот мелкие, допустим, просто мешались, чтобы это пришлось снять. Килограмм платочек. И сейчас закинем железяки. Так. Железяк у нас вышло 2060. И вот это кожух с кинескопа. Ну, кто занимается, не забываем. На полкило, да, он кожух этот? Да, кожух полкило. Не забываем, когда пилим, что эта хрень стреляет. То есть у меня так и было. Начал пилить, она щелканула. Так, железяки убираем. Вот такая миска срезки, спайки. Сейчас рассортирую все и уже близко покажу вам, что я забрал. Так, пацаны, в общем, срезку все рассортировал. Сейчас пойдем сразу. Это все у нас флажки. Флажков 24 грамма вышло. Это все мелочь разберется. Медь, латунь, алюминчик. Ну и немножко посеребренки. Тут тоже посеребреночка. Позистор я так и не расковырял. Вот две таблетки, я думаю, видите. В принципе, все. Также снял эту кнопочку. Ну, нифига, блин, все рассыпалось. Нифига в ней такого видного нет. Как видите, корпус, блин, поплавился, зараза. Неприятно, но резонатор снял. Резонатор оказался белый. Кнопочка. Где-то, блин, еще одну кнопку уронил под стол. Теперь, блин, не могу найти. Так, у меня тут все разлетелось. Также вот такие резисторы подстроечные. Сейчас, секундочку, вот они. То есть диодики, как и говорил, все будет скусываться. Один транзистор оказался белый. И вот эти два полевичка, то есть которые у меня было подозрение, что без юбочек, то есть они белые, но все равно срезал. Также вопрос остался вот по этой детали. Ничего не нашел на ней. Транзисторы покусал. Как видите, все дырявые, все золотые. А вот этот был без дырочки. То есть я решил полностью его прокусить. Я думаю, видите. То есть тут тоже довольно-таки нехилая позолотка. Ну так, по мелочам. Варикапы. Пару зеленых кэмок. Диоды в стекле. Диоды арбузики. Ну тоже с позолоткой. Микрухи, я думаю, наверное, сказал. Ну, если не сказал, вот они еще микрухи. Это все микрухи, которые были. Позолоты, видимо, нет. 91 год, зараза. Вот та самая микруха в керамике. Диодик один с ножками. Сейчас попробую показать поближе, что они позолоченные. Я думаю, видите, желтенькая. Также полубочоночные транзисторы и 315. То есть такая кучка. КМочки. Видите, не магнит. Кстати, сейчас я сразу... Давайте так весы включим. И мне ради интересно закинуть. Так, давайте вот этот зелененький возьмем. Нолик, нолик. 0,38. Ну, с такой мелочевки тоже приятно. И вот этих. Так. Такие маленькие, блин. Так и боюсь, под ноготь забьются. Ну, ребят, в принципе, на граммик, я надеялся, будет. А тут, похоже, больше. Да, 1,39. В общем, вот такой выход с такого телевизора. То есть, я надеюсь, вам разбор понравился. Все.
Сами знаете, палец вверх. Кто не подписан, подписываемся. Всем счастливо, всем пока, до новых разборов.